Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, цыганский пасьянс. Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. Мы знаем, что Юпитер – планета возможностей и удачи. Помимо этого, Юпитер – провластная планета, и в этом уже идет подсказка, что мы можем и где-то должны пересмотреть свою жизнь, по-новому ее организовав. И если до 26 числа Юпитер находится в знаке зодиака Телец, то вот как раз с 27 в Близнецах он чувствует себя наиболее комфортно. И это ваше время дважды, мои дорогие весы, потому что Юпитер в Близнецах – это как бонусы какие-то для знаков зодиака, стихии, воздуха в первую очередь, ну и знаков огня. Сделать свое намерение настоящей реализацией в жизни. Вы можете вспомнить, поскольку у нас Юпитер каждый год меняет знак, и вот вы можете вспомнить, что в вашей жизни происходило 12 лет тому назад, в 2012 году. Какую сферу жизни вам приходилось, либо решать какие-то вопросы, либо для вас что-то стояло очень актуальным. И вот подобная какая-то тема, она может проиграться. И близнецы – это коммуникация, это контакты, это поездки, это легкость на подъем, это, знаете, как желание видеть мир, узнавать что-то новое, обучаться новым практикам. Это торговля, это информация, работа с информацией, когда много людей может быть вокруг вас. Это согласование документов. И, находясь в Близнецах, Юпитер помогает реализовать свой честолюбивый план и амбиции в реальной жизни. Если то, что мы думали, мечтали и называли это как мои, может быть, грезы, или мне бы хотелось этого, но длительное время не могли к чему-то приступить. Так вот, за время нахождения Юпитера в Близнецах время ожидания проходит. Здесь нет для ждунов, здесь время приложить собственные усилия, чтобы сделать мечту реальностью. И тогда Юпитер благоволит и помогает тем, в первую очередь, кто сам себе готов помочь, а не просто ждет, что волею судьбы сложатся обстоятельства или как-то, для меня со знаком плюс будет как подсказка. Нет, все же первым вам самим придется делать шаг навстречу тому, что вы хотите осуществить. Поэтому в первую очередь провести ревизию, что же для меня сейчас наиболее актуально или к чему я стремлюсь, какое качество жизни я хотел бы или хотела достичь. Для вас это 9-й дом гороскопа. Изучение языков, изучение разных культур. Может быть, как, знаете, когда весь мир перед нами, и нам хочется узнать, как живут люди в мире. Может быть, это для вас как будет подсказка изменить свое качество жизни. Для кого-то это может быть импульс, посыл, когда вообще захочется изменить как и себя, так и направление в жизни. Может кто-то сменить работу, именно потому что для вас будет интересная новая какая-то стезя. Дальние расстояния сами по себе могут проиграться. И для кого-то из вас смена графика работы, когда вы предпочтете работу с командировками, вот так. Или для кого-то релокация офиса, и для вас это будет то, о чем вы мечтали. Или как новый виток ваших возможностей. Вы можете искать сами такую работу, которая предусматривает переезд. Или, вот мы сказали, другие культуры. Вот когда это в одном направлении будут совмещены перемены в нескольких сферах вашей жизни. Могут быть также актуальны темы здоровья, когда вам именно для того, чтобы чувствовать себя наиболее ресурсным, чтобы вам хватило сил на осуществление проекта какого-то, когда вы задумаетесь, например, что мне нужно пойти в тренажерный зал, или вы захотите изменить свой имидж, мои дорогие, потому что встречают нас по одежке, провожают по уму, но вот встречу эту никто не отменял. И я хочу изменить стереотип у людей, которые меня видят и как-то однобоко воспринимают в первый момент. Для вас, мои дорогие весы, продуктивное время, время возможностей, когда самое время, наверное, сделать первый шаг по направлению к собственной мечте.
Самая основная задача – не сидеть сложа руки, повторяюсь, а выбрать правильную стратегию или тактику. Давайте мы посмотрим. И делать именно то, что нравится, мои дорогие. Давайте мы посмотрим на картах пасьянса. Может быть, они нас направят в нужном направлении или подскажут нам, в центре чего мы будем находиться, в центре каких событий или какая сфера жизни для нас как первоочередная задача, чтобы что-то решить. Итак, у меня этот пасьянс очень много количества лет находится. И я надеюсь, что для вас вы сумеете продумать какую-то свою стратегию, тактику, или вот эти самые подсказки вы тоже получите. Я смотрю, какие значения у нас сходятся, и вы, мои дорогие весы, смотрите также на тот случай, если я чего-то не увидела. У кого-то будет новое знакомство, или если уже произошло какое-то знакомство у вас недавно, это будет продолжение. Продолжение какой-то истории, безусловно. Нам не говорят о любви. Нам просто выпадает карта, которая говорит о новых людях в вашей жизни, новом общении. С другой стороны, это может быть и по работе, когда вы для себя сориентируетесь на новую сферу деятельности, или вы познакомитесь с человеком, который очень интересен будет вам. И я, опять же, не про любовь, хотя вот нам выпадает сердце, для кого-то это будет «я хочу построить счастливую личную жизнь». Но все же это может быть тот человек, который вас как раз заинтересует не столько какими-то обещаниями, или которого вы будете рассматривать не столько как партнера, а он заинтересует ходом собственных мыслей. Он мыслит как-то по-другому. И для вас это тоже определенная степень вдохновения, когда вам захочется узнать что-то поподробнее, или когда вас заинтересует новая сфера профессиональной деятельности. Вы можете прийти к выводу, что «а вот я так почему-то не мыслю». Или как-то проанализировав, увидеть себе новые возможности. Сказать себе, если смог он или она, я могу еще лучше. Вот какое-то такое знакомство, которое может быть для вас полезным. Но и кроме того, нам еще и говорят из сферы личной жизни. Нам не говорят эти карты, что это будет иметь какое-то продолжение, такое, знаете, с документооформлением. Нет, здесь больше нам говорят пока о вдохновении. Идем дальше и смотрим, что же вам еще выпадает. Вы знаете, это то знакомство, которое, вот все то, что я перечислила, действительно для вас может быть важным. Это первое. А второе, у нас выпадает ангел, и это будет как поддержка высших сил. Может быть, это очень важный человек в вашей жизни, который будет к вам искренне относиться или желать вам добра и давать вам, ну, ценные советы, нужные, как правильно поступить. Может быть, этот человек будет старше вас и умудренный уже опытом, к его советам стоит прислушаться, по крайней мере, не отметать их с первой попытки. Потому что как ангелы наблюдают за вами, так и советуют, желают вам лучшего. И я могу предположить, что для кого-то из вас, мои дорогие весы, может создаться такая ситуация, что все же ангел, и посмотрите, рядом скрещенные мечи, когда вам придется делать очень важный выбор в течение вот этого года. С мая 2024 по 2025 год вы будете как на развилке судьбы, и вам важно принять правильное решение. Чего-то вы не сможете отложить на потом, иначе вы окажетесь как в замкнутом пространстве. Вы сами себе можете перекрыть путь. Поэтому нам говорят о том, что высшие силы поддерживают. И есть какой-то человек, который к вам искренне относится. Либо это в профессиональной деятельности, либо это в партнерских отношениях. Может быть, это и личная жизнь. С другой стороны, вы можете и поссориться с таким человеком, который вам желает добра. Для кого-то из вас это придется пересмотреть действительно и свои возможности и планы, выровнять, как-то по-другому отстроить с учетом Юпитера в Близнецах, новую концепцию собственного поведения и вашей позиции в социуме, в обществе, на работе, может быть, и в личной жизни.
Не быть скоропалительным, не настаивать на своем и принимать людей такими, какие они есть. Делать правильные выводы без попытки кого-то переделать. Вот это будет для вас наиболее актуальным, по крайней мере, так вот нам советуют карты. Почему я столько сказала вот именно в направлении того, что пересматривать вам что-то придется? Потому что двойка мечей скрещенных – это своего рода тупик, в котором вы можете отказаться и одновременно может указывать на ссору, а рядом у нас карта ангела. А вверху у нас как карта знакомства, точнее изображение, то, что соответствует именно символу знакомства или человека вашего, какого-то важного в вашей жизни, и который вам-то желает добра. Видимо, ну, может быть, если вам кто-то сказал нет, или кто-то с вами, мои дорогие, пытается вам вот в такой дружелюбной манере, допустим, сказать, что ты не прав, или я понимаю, что это может не ко всем относиться, но кому-то важно услышать. Не пройдите мимо тех людей, которые могут вам говорить что-то не очень лицеприятное, может быть, или то, что вам, ну, не радостно слышать, и будет в этом зерно правды. Проанализировать что-то будет для вас важно. Возможно, это и есть выход из какого-то тупика. И ваша задача из него выйти. Для кого-то начать новое дело или переиграть свою собственную концепцию вообще, взглядов на жизнь, какие-то серьезные очень перемены, которые приходят в вашу жизнь через людей, через общение с людьми. Люди, понятно, разные, но даже если есть у нас один единомышленник, в наше сложное время, поверьте, это более чем достаточно. Давайте мы зададим Таро ангелов у нас такой вопрос. На чем вас концентрируют высшие силы? Может быть, это сфера жизни. Тут конкретно и личную жизнь тоже нужно как-то упорядочить. Это карта человека, который любит. Это карта человека того, кто относится к вам искренне и с эмпатией. Это человек чувствительный. Это можете быть, конечно, вы сами по отношению к своим близким, к своим детям, к тем, кого вы любите. Но, повторяюсь, опять вот продолжает нам теперь карта Таро ту тему, которую мы начали на пасьянсе цыганском, что есть как минимум один человек, который попросту душой за вас болеет и переживает. И значит, вы уже не одиноки, это хорошо. Что бы вы там себе не надумали, значит, проанализируйте, кто же в вашей жизни является таковым. А если вы один или одна, тогда все карты нам говорят, что у вас возможно такое знакомство. И поэтому, как минимум, выйти из комнаты, как у Бродского, определенный есть смысл. Какая сфера жизни будет трансформироваться? Может быть, в первую очередь. Про сферу жизни нам не говорят, но здесь кубки. И выйти из того, что мы ничего не делаем, четверка кубков. Мы просто смотрим на 3 пустых кубка, а в это время какие-то возможности за нашей спиной находятся. И мы их попросту не видим, потому что для кого-то это карта апатии, когда нужно завершить эту самую апатию, или когда, ну, может быть, и предыдущий период был достаточно сложный. А вот, понимаете, в какой-то новой совершенно концепции выстроить свое качество жизни. Не будет так, как прежде, но есть, безусловно, риск, когда мы должны просто начать. Тут само по себе начало. Причем не начало в действиях, а начало в том, что мы должны увидеть. Вот для вас увидеть, там может быть возможности, где вы их не ожидали увидеть. У меня упали карты, мои дорогие. Поставлю видео на паузу, и мы продолжим. Мы продолжаем. И хотела сказать, знаете, есть такая примета, мои дорогие весы. У вас рассыпались карты. Так вот, когда вы несете зеркало, 3 приметы сразу расскажу. Крупное зеркало. И оно выскальзывает у вас из рук и начинает разбиваться в мелкие осколки. Не держите, если оно именно крупное. Если оно разбивается, это уходит в прошлое. Я не говорю про мелкое, с мелким тут по-другому. Если у вас из ваших рук выпадают деньги и рассыпаются по полу, никогда не пытайтесь удержать. Позвольте им упасть и рассыпаться, потом вы соберете. Если рассыпаются карты, это тоже хорошо. В каком плане? Когда к вам торопятся возможности. Как что-то стоит у вас на повестке
вашей жизни, вашей судьбы, что пытается войти в вашу жизнь. Но вы как раз и не видите. Почему про деньги говорят, да, когда ты собрал все по одной купюре, если у вас рассыпалось, и пока ты складываешь, ты продумываешь, почему это так, или какие уже у меня возможности, то есть больше денег, по количеству мы берем. Когда это происходит с зеркалом, какое-то прошлое, тяжелое, сложное прошлое, вот крупное зеркало разбилось, тогда это, разбившись на мелкие осколки, оно превращается в какой-то прах, пыль, то, что не нужно, и тогда мы просто это собираем и выбрасываем. Если это касается карт, то тогда много событий на пороге вашей жизни пытаются вашу концепцию переделать, перестроить. И самая главная задача, вот опять же очень символично, по четверке воды – увидеть эти возможности. У вас более чем достаточно возможностей. Может быть и правда, будет какой-то очень важный момент в вашей жизни, когда вам надо от чего-то не отказаться. И это будет сопряжено с человеком. Может быть, это предложение по части работы. Или просто есть какая-то дружба. Мы не говорим там про любовь, про связи, которые мы оформляем документально, про что-то такое уже фундаментально оформленное. Нет, тут про то, что именно искренне, то, что пытается, может быть, иногда посредством контактов с другим человеком, который входит в нашу жизнь на определенный период времени. И, возможно, он потом уйдет из нашей жизни. Или мы уйдем из его жизни. Но, видимо, на этот год как минимум одна персона в вашем окружении, которая заслуживает внимания. И что бы вам ни говорили, одним словом, не поссорьтесь со своим ангелом. Умейте найти выход из какого-то тупика. Встаньте или как минимум обернитесь, чтобы увидеть важные возможности. Ну вот как-то так. Так от чего же вы откажетесь сами? Удивительное дело, все у нас вылетает, переворачивается. И посмотрите, самое главное не отказаться от своей победы. Потому что, ну, вот те карты, которые выпали, вылетели, как раз нам об этом напоминают. Кто знает, может быть, от какого-то вашего бездействия, или когда мы не можем что-то начать и упускаем возможности, упускаем самое главное время, это невосполнимо. Так от чего же вы откажетесь сами? Что для вас перестанет быть важным? Ожидание. Ожидание удобного момента, ожидание счастливого случая, бездействие само по себе. Или для вас перестанет быть важным какой-то глубокий анализ, воспоминания из прошлого или поиск, знаете, как подсказок каких-то, которые, может быть, и извне находятся. А для вас быть реалистом и, возвращаясь опять к тому же, есть как будто тот человек, к словам которого есть смысл прислушаться, мои дорогие. Вот все то, что эфемерно, оно не будет иметь значения. Есть значение то, что происходит в реальной жизни. Что будет вам помогать? Вам самим где-то может надоесть и должно надоесть вот тот период ожидания, в котором вы не могли что-то начать, или вы не могли какую-то стройную канву для себя, последовательности ваших действий создать. Поэтому нам просто говорит: встань, увидь какую-то возможность и просто что-то начни действовать. И дальше добавятся как и события, так и информация. Просто запустить как какой-то маховик собственной личной истории. Вот что для вас важно, мои дорогие весы. Так вот, что вам будет помогать? Когда вы откажетесь от какой-то многозадачности. Буквально десятка жезлов нам показана девушка, которая от усталости упала на стол. И есть какие-то дела, и ей кажется, это ей именно кажется, что это первоочередное. А первоочередное вот какая-то незаметная вещь, может быть монета или вот какой-то предмет, который сияет, так нам изображено на карте. А за ней гора немытой посуды, что-то она успела переделать, что-то она еще не успела. И нам говорят: не думай, что вот какие-то рутинные вопросы, они для тебя важнее именно твоей личной какой-то задачи. Не думай так, что я сначала переделаю какие-то дела,
Пусть это рутинные, бытовые. А потом я возьмусь за себя. Или я сначала закончу какой-то там процесс или тему, а потом я начну что-то изучать. Вот оставьте все как есть. Здесь иначе не выбраться из какого-то, ну, знаете, как небытия. У кого-то и так может проиграться. Я понимаю, не у всех такая грустная история, но все же эти две карты, посмотрите, они похожи чем? Люди ничего не делают. В одном случае это буквально, когда мы себя перегрузили, света белого не видим. А вторая карта апатия, она часто бывает на фоне усталости. Так вот, если мы говорим, что же вот вам может помешать, как бы, да, какая-то многозадачность, когда вы пытаетесь себя направить в нескольких направлениях, или когда вы включились в решение каких-то задач, или вам было это интересно, но лично для вас это ни росту, ни вашему прогрессу не способствует. Вот есть то, что вы должны увидеть, опять же. Вот очень символичные карты, видимо, для вас это будет иметь значение. Может быть, себя самого. Не случайно 9-й дом. И нам говорят, что и про имидж, да, когда вы себя можете по-другому совершенно захочется. Себя самого словно увидеть со стороны и за себя порадоваться. Но для этого работа над собой какая-то будет предстоять. И значит, если мы больше уделяем внимания себе, тогда мы становимся более ресурсными, это правда. Тогда меньше хочется сидеть в ожидании какого-то чуда. Или тогда не хочется включаться в те вопросы, которые для вас не важны. Будьте внимательны. Да, может быть, по этой карте нам говорят, что хватит, с одной стороны, сил выдержать какое-то напряжение. Но, видимо, по вашим делам вам решать предстоит целесообразность. А стоит в этом участвовать или нет? Вот чтобы решить, насколько это для вас актуально, вам это будет помогать. Давайте мы узнаем, как изменится ваша жизнь за этот год, мои дорогие весы. И все то, что мы с вами сказали, повторяет еще раз нам карта. Почему-то вот в одной концепции для вас и цыганский пасьянс, и карты Таро. 8 мечей – это когда мы буквально должны выйти из какой-то путаницы. Вот этот забор из мечей, на самом деле он не существует. Может быть, холод в отношениях. Может быть, это тот холод или по прежним отношениям что-то не сложилось. Это не значит, что на всю оставшуюся жизнь. Да, это может быть на всю оставшуюся жизнь, если мы вот так вот будем сидеть, пригорюнившись, и не увидим никаких возможностей. Все зависит от вас самих, от ваших приложенных усилий, от ваших действий, мои дорогие. Вы можете чувствовать, я не в безопасности. И это где-то как страх, который парализует нашу волю. Вот этого вот тоже не должно быть. Эта карта, знаете, как новый вкус свободы вы должны прочувствовать. Или, может быть, сделав первый шаг по направлению к собственной мечте или к тому, что вы хотели осуществить. Все-таки ваши действия, когда они направлены на то, что вы хотели осуществить, или какое качество жизни вы хотели получить, оно у вас не произойдет само по себе. От начала до конца все карты говорят об этом. Но стоит тебе сделать только первый шаг, и у тебя все получится. И вместе с тем есть тот человек. Вы просто выйдете вот из этого эмоционального холода. Есть возможность и нужно выйти из какого-то стопора. Да, из вот этого тупика, сделав важный выбор. При этом есть ангел, который наблюдает за вами. Но без ваших важных решений и без первого шага здесь ничего не произойдет. Почему-то, мои дорогие весы, вот такой расклад. Давайте мы, как совет, достанем карту. Отправляйся в путешествие. Расширь свой кругозор. Начни изучать что-то новое. Карта якоря и новых возможностей. Для кого-то из вас, правда, изучение какой-то новой сферы деятельности. Или добавь больше общения в свою жизнь. И это тоже для тебя откроет новые возможности. Выйди сам по себе навстречу. Открой для себя горизонт своих
будущих побед. Это где-то как протянуть себе руку помощи из будущего. Почему-то для вас это имеет значение, мои дорогие весы. Приготовься к тому, что жизнь не бывает полностью предсказуемой. В любой момент, может быть, тебе придется куда-то отправиться. При этом не делай ничего на импульсе, просчитывай. Если тебе это нужно, необходимо, остановись на какой-то момент, ненадолгое время, для того, чтобы все просчитать, проанализировать. Но после этого ты все равно должен устремиться вперед. Пока ты не выйдешь сам из какого-то тупика, ты не увидишь возможностей. Вообще, эта карта, когда перед нами совершенно другие перспективы. Но наша задача быть готовым к тому, что мы хотим сами выйти из какого-то замкнутого круга или из какого-то лабиринта прошлого. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.